Пока одни, да? Слушай, а что, фирма платит, да, за купейные? Я что-то и не видел, что это. Можно себе позволить, да? Раз в несколько лет. Раз в 20 лет. Когда мы ездили в поезда? Да я уже 100 лет. Ага. Так, ну что, мы сейчас начнем или что? Конечно, а что нам? Действительно. У нас же пятница. Так, ну что, друзья, мы тронулись во всех смыслах этого слова. Как сказал Сергей Викторович, сегодня пятница. Организм не должен какие-то различия обнаружить. Стрессовать, скажем. Даже если мы в пути. Так, это что, записки охотника, умирай пока. Да, вот чехольчик у меня. Все безалкогольное. Потому что на железной дороге нельзя спить. Нельзя, это все безалкогольное. Видели, продается водка, пиво безалкогольное. Вот все. Хоп, фокус. Эти, как его, фокусники эти знаменитые, как они, фамилии-то есть. Карапетяны. Которые на Ян, они вообще фокусники все. Что, Сергей Викторович, чтобы не на сухую? Кстати, еще это Двигались. Компотик. Кружку еще придалить. Компотик надо. Сейчас к проводнице опять пойдем. Ну да ладно. Добрейшего времени суток, друзья. Добрались мы с моим другом Серегой до славного города приморского Уссурийск. А зачем мы сюда добрались, я расскажу немного позже. Во-первых, хотел поблагодарить всех наших зрителей, которые поддержали. Много приятных слов сказали. Ну, это касается того видео, где на 40-ке я там немного по лесу ездил, там 10-минутное видео. Не получалось на промысле кедрового ореха как-то, ну, полномасштабный ролик снимать. Было много работы и, ну, не было возможности. Ну и многие из вас поняли эту ситуацию и, в общем, одобрили, что иногда можно снимать подобное видео. Ну а раз таможня дает добро, то снимаем следующее видео. Поехали мы в Приморье. Серега попросил помочь перегнать ему сидельный тягач. Берем КАМАЗ под работу, не стоять, все. То есть сразу вот мы приезжаем, он должен уже работать, есть для него работа. Берем по низу рынка, понимаем, что это не новая техника и нужно приложить какие-то усилия для того, чтобы она была в строю, так сказать. Сейчас Серега лазит, там домкратит, изучает. Ну, основное посмотреть какие-то, чтобы критичных болячек не было. Рама не лопнута, там двигатель там не сапунил. Работал нормально, тормоза. Ну, в общем, такие все моменты. Сейчас я подойду. Ну, еще раз повторюсь, по низу рынка берем КАМАЗа и в работу. Сразу его в работу. Температура здесь минус 5 где-то в Уссурийске. У нас уже давит морозы минус 35. То есть нужно это учитывать. Одели теплые вещи, взяли с собой обувь, все. В общем, мелочей в этом деле никаких быть не может. Так, ну а собственно вот этот КАМАЗ, который мы нашли на автомобильном сайте, всеми известном. Ну, конечно, аэротюнинг произошел, покрасили диски, кабину, так сказать, привели в предпродажный его вид продавцы. Ну, уже тут порядка минут 40 мы, наверное, его изучаем. Вот такой от Боинга бак с какого-то френча. Крышка тюнинговая тоже. Передние тормоза у нас заглушенные оказались. И одно колесо здесь тоже заглушили. 3 колеса тормозит. Ну, потихоньку доедем. Потихоньку доедем, если будем брать. Так, ну ладно, я дальше включусь.
Серегу не вижу. Чё? Левая, средняя не тормозит. Это, блядь, так я не видел. Ну все, в общем, как мы говорим, птичка в клетке. Надо набор ключей взять, шланг. Что еще нам надо купить в магазине? А, масло. Масло на доливку. Шланчик на подогреватель. Баллонник. В общем, по мелочи. Мы поедем уже завтра с утра. Так, мы в магазин. Магазин. Все, суббота. Что мы тут хотели? 5 вечера. А, есть еще. Так, все, мы мчим по городу-герою Уссурийску. Ворошилов. Ворошилов. Он, До 5. смотри, там машина там. Да, ничего страшного, я случайно. Не, вон он. Все Это магазин. Да? На время сколько? Выходной, суббота, Без воскресенье. 5-5. А, выходной, суббота, воскресенье. Нифига себе. Что ты думаешь, сегодня не суббота? Думаешь, сегодня не суббота? Так, ну нашли магазинчик. Открытый до 19:00. Заряжать систему. Это в ПГУ. Это в ПГУ. Нет, это... Подожди, это не то, смотри. Надо тормозуху. Ищем тормозной жук. Так, вот у нас цены такие тут в Приморье. Печки. Вот тебе 12 секундников хватит. Шланчик, Викторович, Сейчас найдем шланчик. 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 Так. Сейчас пока я... Так, баллонник еще нам нужен. Шланчиков на 6, да, получается? Вообще там было не шланчики, а вот эта капельница. Она до китайская стоит. Ну вот ее и Она поменяем. такая должна быть, чуть-чуть. Сейчас возьмем масло бензостойкий. Баллонник. Что, тоже будешь брать? Ага. Блин, какой магазин хороший, все есть. Да, сейчас. Помощь друга. Я просто не помню, насколько там дают. Че, Серый выбрал? Мы немного сторговались, еще цену сбили. Вот как раз нам на плюшки еще хватает. Эту малышку сюда подтягивать. А что тебе? Не Точнее. отсюда же брать надо. А, ты имеешь в виду это, не с витрины, что ли? Ну. Вот этот посмотри.
ключи тоже все есть. Нет только пассатиж тут. Пассатиж. Знаешь, какой набор возьми, чтобы были накидные такие с трещоткой? Вот давай такой подберем. Да уматные, блин. А там их бывает по 3 ключа всего. Не для нас? Будем так мучиться. Мучиться будем, да, значит? Не, бывает в наборах по 3 ключа такие. 12, 13, 14, 17. О, хорошая какая. Ключ определились? У нас здесь баллон нету на 27. Контролька есть. Вот у меня такой же с контролькой, да. Магнитики там есть, да, вот эти. Зеркало. И зеркало. Все есть. Качество тут как бы может вообще отсутствовать. Да нормальное качество. Это раньше было. Сейчас китайцы научились делать. Какой-нибудь маленький, может, Рыжкова взять ключиков. Ты берешь все-таки с советского производства? Что, может, действительно, какой-то молоток есть, и все. Или что? Да Тебе все, тут нам из всего только... надо только зубило и молоток на КамАЗе, больше ничего не надо. В общем, мы не берем уже набор дорогой. Мы вот этот берем молоток и все. Что, 4 рубля, это все. Не, если честно сказать, Да давай рассыпуха возьмем что-нибудь, да и все. если честно, вот это, конечно, Шляпа. долго не поработает. Да забирай, я просто пошутил. Да кому-то поверили. Ты-то шутник такой. Мне не надо верить на слово. Погостите? Так, все, сейчас мы забираем барахло, все. Сейчас перезвоню тебе. Все-таки хороший набор купили. Да, блестяще. Блестящий, да. Ну, столько всего обмывать, блин, даже не знаю, увидели. Не-не, мы все, никаких обмывать, ты что. Всего доброго. Шланчик не взяли, блин. Шланчик мы возьмем не здесь. Не здесь, да? Ну ладно. Я думаю, что он ногой, блядь, шевелит, да? Тебе, говорит, багажник так не открывается. Нет, это вот так. Первого раза пошевелить. Блин, неплохой магазин такой. Не знаем, это сеть или просто один такой магазин. Ну, хороший. И сервис такой неплохой. Сразу подошли, посоветовали ребята. А, кстати, зритель наш подошел. Первый раз меня где-то узнали. Алексей говорит, а ты что тут забыл? Я говорю, да тачку приехали брать. КамАЗа. А шишига типа. Так что привет. Все, едем за шланчиком. Салон еще не снимал. В общем, вот так вот мы в таких условиях поедем, комфортабельных. Все необходимое взяли, запаски нет. Баллонник не стали брать по этой причине, смысл как бы в нем. Но Женька говорит, что на монтажах полно по всей трассе. Ну, надеемся, пройдет все как по маслу. Жека, чем славится вообще город? На чем он живет там? Какие-то предприятия, может, градообразующие или что? Сам в шоке вообще, на что мы живем здесь. Я думал, задумался такой, сейчас что-то скажет такой. Да, Ну я вот скажу. есть градообразующие Да, предприятия. Да, я так красноречивый, я скажу. Сколько предприятий закрылось? Штук, наверное, с десяток, это точно. Больших. Больших предприятий просто закрылось, градообразующих. Ну, типа нерентабельные или что? Никто не поймет, почему закрыли. Блин, интересно. Ладно, ну мы еще разберемся, сейчас еще поговорим. У нас еще будет время. Закрыли. Ну это железнодорожное предприятие. Да, это чисто, короче, это железка. И воинские части. Ага. Все. Ну и все, остальное частники, да? Да, на что живем вообще? Вот я вот просто не понимаю. Вот я, допустим, выезжаю, да, в школу в 7 утра, в 7:20 с Радужного, и пробки уже. Куда люди едут? Где работают, вообще непонятно. Где-то работают. В обед еду, тоже все в пробках. Думаю, когда люди работают? Где, кем?
На что живем? Жилье дорогое. Ну, Но это же дома портовый строятся. город, правильно? Нет, Тут нет? Нет, мы чисто сухопутная. У Ну нас и тут авторынок же тоже есть. У нас просто сухопутный хаб, можно сказать. Здесь сходятся все дороги с Китая. А, С точно, тут на Владивостока. Китае Ну, же то есть- тачки ходят. Да. Ну давай, Жень, в эту, что вы думаете? Что, Марко Поло? Я сейчас забегу. Или постоялый двор? Нам вообще все равно. Да главное, чтобы места были. А чем здесь тогда? Спросим. Только вот у них тут заезд. Где сейчас? 25-й ремонтный завод закрыт. А там что ремонтируют? Комбайно-ремонтный завод закрыт. Ага. Масло-жиркомбинат хотели закрыть, но не получилось из-за пандемии. Когда Китай закрылся в пандемию, соя сгнила в полях. Потому что масло-жиркомбинат хотели закрыть, обанкротить. Ага. Поувольняли оттуда всех, а тут раз и пандемия. Но этот комбинат, они как бы принимали сою, да, у Ну, фермеров? С полей, да, соя. Ага. Ну, а поэтому некуда сдавать, и поэтому Так. пропало все. Нам вон туда надо. Подожди. Там крыльцо. Да. Это вы сюда придете кушать. Ага. Вкусную кухню. Кстати, неплохая будет. Ну и все, тут все рядом. На одной кровати? О, Но можно- это, получается, уснули вальтом, проснулись дамами. Уснули с друзьями, проснулись. семейной парой. В общем, нету мест, короче, это коротко говоря. Женька говорит, это вот гостиница Чехов останавливался здесь, Антон Палыч, если я не ошибаюсь. Ну, Мгм. скорее всего, не ошибаюсь. В 90-м году. Такая архитектура еще тех времен сохранилась. А подожди, сейчас. Так, ну мы с Жекой не прощаемся. Надеемся, он еще приедет. О, нифига! Это же моя, блогерская эта фигня. Батарейки, все такое. Давай, постригайся, как раз красиво приедет. Да? Сиди поболтаем, вернусь. Ты же к Новому году готовится или это с прошлого года? С прошлого, думаешь? Ага. Вот, пожалуйста, Антон Палыч Чехов со своей супругой Ольга Леонардовна. Ой, такая комнатушка такая махонькая, да? Ничего не Чехов где, думаешь, спал, на какой кровати? Я думаю, на это. Ну все, спи на ней. А, это окно занавешено. Я думаю, что за это? Ну, в окно Паруса смотреть. какие-то. Так, ну все. Ага, выключать? Так, давайте покажу тут номер наш. Сейчас пока разберемся, где свет. Вот, Викторович нашел. Это нормальный номер. Че, 3300, двухместный. Небольшой. Главное, чисто. Уютно. Так, мы в кафе. Надо поесть. Весь день не ели. Камеру с собой брать не буду, он будет стоять заряжаться. Там, если что, сниму что-нибудь для телеги. Ну и все. Что там снимать? Чем кормят? В Китайку пойдем. Штаны тут. Давно штаны, говорит. Давно китайскую кухню не ели. Говорят, вкусно тут Хорошую. кормят. В общем, продолжение будет в телеграм-канале. С телефоном удобнее снимать.
все. Тапочки. Было такие элементы интерьера. Уютная гостиница. Всего доброго. Видишь, нас еще мальчиками называют. Это приятно, согласись, Викторович? Добрались мы до точилы до нашей. Викторович говорит, греть не надо. 12, ну по ощущениям тепло, ветра нет сегодня. Так что сейчас свечи. Свечи, надеюсь, у него целые. Накала. Достаточно? Я не хочу, чтобы там что-нибудь валилось. А что, жалюзи будем закрывать? А я смотрел, что уже закрыто. Закрыты? Викторович, я уже удержать не могу. Ну ладно, давай. Я надеюсь, она не катапультирует. А это что, типа, чтобы это звукоизоляция? Да. Ага. Типа. У тебя так-то пока неплохо получалось. Ну да, у нас 32 сейчас мороза, а здесь 12. Ну не ощущается 12, тепло как бы. Кажется, что тепло. Да вроде нормально завелся. Так, ну вроде закидались. Что, надо ехать, потихоньку пробовать. Звук, конечно, от глушителя капец. Такой, как на драг-битвах, знаете. Там корчи такие. На огромных колесах, бигфуты. Примерно такой же. В общем, едем сначала на первой, потом на второй, как говорит Сергей Саныч. И ехать нам 1020 километров до дома. Ну ничего, доедем.
Воскресное утро. Движение не сильно интенсивное. Мало кому нужно вставать в воскресенье утром на работу. Заехали в другой магазин. И ассортимент другой. Отопители из-за Амура. Кстати, есть хорошие по-любому. А есть не очень. Выбирать надо. Все на грузовые авто. На большегрузы. Помпочки купительные. Ты что, КамАЗовская, что ли? 500, да нет, там погрузчик сразу. Латине дорого. Крышка что, не подойдет нам? Тут прям с горловиной. А, ну да. Видал, да, Викторович? Интересно. Что говоришь? А, у Андрюхи есть? Все доброго. Неотъемлемая составляющая Дальнего Востока. Китайские рынки. Много-много лет они у нас. Короче, цепи еще купили противоскольжение. Тут у нас сервис такой на рынке. Донести могут до тачки. Не, они на склад ходили, говорят, типа, можем вам туда принести на машину. Мы говорим, ладно, пойдем. Сейчас шланчик надо будет поставить. На подогреватель. Что-то есть захотелось. Тут лапшой, он пахнет вот этой китайской. Греть. Серега говорит, попить что-нибудь. Я пошел попить взять. Смотрите, сколько кафе. У Юли. Он у Наташи. Тут у Сергея, по-моему, что-то было. Да, вот у Наташи. Тут кафе Лапша. Здесь кафе у Вани. В общем, кафешек хватает на 100 квадратных метров. Тут капец. В общем, у меня не пыльная работа сегодня. Только держать. И все. Держать, поднимать. Поднимать, да. Отгонять. Главное, говорит, не загонять. В общем, не удержали с Викторовичем. Вроде позавтракали в гостинице, но что-то кашка так. Надо добить маленько. Да, трамбануть надо. Сейчас супы найдем какие-нибудь. Прогревать. Просто китайский рынок, тут должна быть вкусная еда. Китайцы готовят для себя нормально. Суп из морской капусты, борщ по-китайски, суп с помидор. Ну, наверное, что, суп из говядины и помидоров. Не любишь суп? А я что-то не помню, у нас же такое не готовят. Нет, тут он делал у нас. С кальмаром, соевым соусом. Короче, Суп и вот эту, что, нам хватит? да хватит, конечно. Пиши, написал? Ну, 125 написал. А это что? Вот это 175. И чай зеленый. Зеленый чай. Чай. Жасминный чай. Есть что-нибудь с нашей тайги? Нет, Нету, все. только жасмин. Жасмин. Пиши 21. 201. 21. 200.
Руки помыть. Да, Так, это тофу, да? Что вообще такое тофу? это получается, что, ну тоже белок. Ну это же не, там, не груша земляная или... Да соя вроде как соя. Соя делается. У нас такого не поешь, я всегда где-то в Бладе или это. Беру, по одной взяли. Вот это. И вот как его съедать, вот если на одного заказываешь, не знаешь, да? Это нереально. Шансов нет. А еще и с такой ложкой. Ну вот, скорее всего, ей и есть придется. Да. Я думал, пошутили, что большие порции. Все, налопались. Поедем. Столько кафешек на... Ну, скорее всего, с города едут сюда на обед. Кухня такая неплохая. Так, что-то двери у нас пока не закрываются. У них, интересно, права есть какие-нибудь? Как ты думаешь? Кстати, кто будет там говорить, у нас часто пишут, что вот завоевывают, вас завоевали. Ну, думайте так. Наверное, сколько себя помню, у нас всегда на Дальнем Востоке китайские рынки были. Нормально мы тут с ними уживаемся. Они не наглеют. Да и мы особо их не трогаем, если нет надобности. Так что все тут в мире и согласии. Далеко они с этих районов не вылезают, китайских. Такой бюджетный рынок. Вещи не сильно хорошего качества. Ну, носить можно. На один сезон хватает. Ну вот, а ты говорил, что-то грузовых нет, все есть. Они просто спали еще. И редуктора у нас 48 зубьев, беговые, они тяговые, так что должны весело идти по трассе. Работаем Дакар. Дакар? Идем по дакаровской системе, в общем. Кому нужны будут редуктора, обращайтесь. Нам желательно тяговые. Будем затереть. Кого? Подогревать не будем, пока его летом. Она и не дотянется, но она это. Короче, заправлять стали, солярка, смотрю, мутная какая-то. Наверное, не вперемешку с летней. Ну, заправка такая, частник. Не это. Не альянс, ничего. Можно тут это налипнуть с такой солярой. Пока вроде тепло, в сторону до Хабаровска еще 600 с чем-то, там уже будем конкретно зимнюю искать. Серега, едем, думаем, для чего вот лэп идет. Шары такие вот
на проводах, на контажке на этой. Красные, белые. Серега говорит, это самолеты сажать на трассу. Я говорю, мы тут сами едем, кое-как с кабины не вываливаемся, дорога горбатая вся, кого тут сажать? В общем, кто знает, напишите. Серый говорит, чтобы приземляться сюда, чтобы видели провода. Тогда зачем они двух цветов, красные и белые? Для разных погодных условий. Сейчас будем думать об этом. Запускаем автономку. Инструкции нет. Так, все, методом тыка залили солярку. Соляркой заправились, кстати, ну, как и предполагали, не очень хорошая, мутненькая. Надо бензина добавлять. Серегин друг приехал, он Саня навстречу едет, дальнобойщик. Ну, пока он топливо не продавливает. Сейчас, может быть, шланчик этот будем укорачивать. Хорошо, ехали. Только начали планы строить. Где в Хабаровске останавливаться. Заднюю ось что-то у нас подзаклинило. Колодки не растормаживаются. Что дело тормозали? Вроде растормозили. Все, заехали уже, где морозы начинаются. И начинается приключение. Ты что, отпустила? Но он выше ночи стал. Это какой-то или кран, или эти, как он, энергач называется, не знаю. Не, держит колеса. А где этот кран, который вот идет вот на них один? Это ладно бы одно колесо, а то два. Короче, позвонили каким-то камазистам, Серега говорит, сказали, энергач надо этот, один и второй вот кипятком полить. Колодка отошла вроде. В общем, свели колодки. Ничего у нас не работало. Нам сказали, что нужно... Как эта штука называется, я забыл. Энергач, короче, какой-то. Его надо кипятком полить. Кипятка у нас не было. Из жидкости у нас была только жидкость температурой 36,6. Где мы ее взяли, не скажу. Короче, уринотерапия.
А попросту обоссали КамАЗ. И все, блин. Сейчас проехали, вроде заработало. Сейчас надо колодки развести. А то вообще... Блин, надо еще откатники какие-то найти мне сейчас срочно. Пойду искать что-нибудь. Это не в ресторане сидеть, слышь. В общем, сегодня мы до ресторана не добрались. Пока КамАЗ не обоссали, он у нас не поехал. В общем, таборимся пока тут. Сейчас перекусим, поедем. Ой, как вспомню, вчера такие блюда были. Шикарные. А сегодня все по старинке. В поезде, да. Сидушку. Утро доброе. Переночевали мы тут. Вяземск, да, у нас тут? В общем, решили дальше не ехать, чтобы самый сложный участок проезжать по светлу. Сейчас нужно нам как-то заводить КамАЗ. Будем что-то придумывать. ПЖД есть, но свеча накала не работает. Будем пробовать различные варианты. Так, в общем, какие вводные? На улице минус 18. Не так холодно, в принципе. ПЖД вроде как хозяин сказал работает, бывший. Но свеча накала не работает. Будем заводить старым способом. Серега говорит, в армейке они так заводили. Свечу накала выкручивать, туда толкать или факел, или вчера приобрели горелку после того, как у нас тормоза не растормаживали. Приобрели горелку. Конечно, лампа предпочтительнее в этих ситуациях, но некуда ее класть, лампу. Если даже лампу мы бы приобрели, то ее заправлять, бензин, накачал ее потом, или в воздух стравливать. Короче, куда ее, лампу вонючую, бензиновую? Ящиков под инструменты у нас нет. Что там, масло как? Капнуло. Капнуло даже? Я надеюсь, Сергей Викторович не будет сейчас пытаться заводить так. Будешь пробовать? Короче, Викторович не бережет такую низкобюджетную технику и хочет попробовать завести без прогрева. Ну, как он сказал, это не Мерседес за 5 миллионов, а всего лишь КамАЗ 82 года выпуска. Не знаю, минус 18 на улице, но ветра нет. Ага. Что, есть? Чё? Чё, нету? Охренеть. Я вообще в шоке. Слышишь, он завелся, как будто мы его прогревали, тут стояли. А что за херня? Минус 18, смотри, как завелся. Ну понятно. Ну, в общем, Серый, говорит, масло посмотрел на щупе, капнуло, говорит, ну, не замерзло. Ну, завели так. Вроде качает. Сейчас посмотрим, растормаживается, нет. Если нет, то надо будет кипяток и проливать тут. Баклажки эти, забыл опять, как называются. Я с ними не сталкивался. На каждое колесо тут эти стоят. Вот эти
Ну и краны. Ну, завелся, качает уже хорошо. А я тут одел, 2 слоя термобелья Ремингтон. Первый нательный, потом с микрофлисом. Нательный влагу отводит, микрофлис тепло сохраняет. Ну и вот флисовка, вот эта вот ковтенка. Ну, тепло, я вот расстегнутый. И костюм Stormfront. Это от такой, можно сказать, дождливой и ветреной погоды защищает. До -10 он идет. Ну, шелестит. В охоте не знаю, если с собаками, то все равно. Собаки все равно работают, громко лают. К зверю подойти можно. Ну, для одиночной охоты, конечно, не подойдет, шелестит. Ну, а так вот тепло. Кофта такая, двухсторонняя. Вдруг где-то по дороге дискотека, раз, тут более нарядный вариант, вывернул. Это, конечно, шутка. Так, сейчас посмотрим, как растормаживает. И все, идем завтракаем и выезжаем. Вчера, кстати, когда у нас тормоза перестали работать на стоянке, я запустил, все-таки продавило топливо. Шланг этот не уменьшали, длиной такой оставили. Там несколько витков. Я еще Сереге говорю, не прокачает, скорее всего, бензонасос. Прокачает. Вот с 4-го раза прокачал, заработал. Сейчас запустили, все работает. В салоне сейчас будет тепло. Ну, в принципе, нормально все. Мы первый раз заправлялись, там нам летнюю солярку прям, ну, галимую налили. Там, видать, тепло у них, еще на заправке частники завозят или остатки продают. В бачок мы потом добавили зимние солярки и где-то литра 2-3 бензина туда залили. Рекомендуем, кто там переживает, что-то сгорит. Я, насколько знаю, температура горения бензина меньше, чем температура горения солярки. Не бойтесь, разбавляйте, она шугой не встанет, топливо у вас. Мы всегда добавляем. Многие пишут, что добавляют, ну, на керосине. Ну, вы учитываете, что керосин не везде продается. Мы выходим из ситуации по-разному. Приходится и такими способами. С бензином можно мешать. Даже можно 1 к 1, но в среднем мы 1 к 3 пропорцию делаем. И заливаем в подогревателе, что в жидкостный, что в воздушный, что на 66-й у меня везде перемешку с бензином соляра. Ну, в подогревателях имею в виду. Да, Викторович, у Чехова повеселее было. И в плане завтрака. А, регион, да, другой. А тут у нас ничего нету. Чай сказали нам с собой брать. Пельмени хоть не сказали в магазин идти. И довольно тут свежо было ночью. Прохладно. Это чтобы не стареть. Да. Так, ну что могу сказать? Переночевали вот в гостинице в это. Нет ни названия, ничего. Наверное, все-таки с Викторовичем крайне не рекомендуем это заведение. Или как сказать, гостиницу, отель придорожный. Не будем вдаваться в подробности, но поверьте на слово. Чтобы не развивать эту тему. Так, мы на участке объездной платной дороги. Викторович решил тут продолжить наш маршрут. Тормоза проверяй потихонечку. Бесплатно, да? Ну, сейчас пойдем на бреющем.
все, да? Сколько там у нас стоимость? А, то есть надо еще проехать. А, да? А я думал на въезде. Ага, вон тут как. Закончилось наше путешествие по платной дороге, объездной мимо города Хабаровск. Все-таки умеют дороги делать, как ни крути. Но, к сожалению, за деньги можно по ним ездить. Есть участки дороги, которые оставляют желать лучшего. Это мягко сказано. Сколько стоил наш проезд, Викторович? 620 там, да, что-то загорелось? 620 рублей. Полчаса удовольствия. Вот тут какой-то видеоотчет. И вот таких вот автовозов мы, наверное, встретили сотни, пока ехали. Друзья, 20 километров нам до дому осталось. И плетемся просто как черепахи. На дороге сплошной лед, накат. Если кто-то в дальнее путешествие отважится, учитывайте, что у нас по Еврейке дороги не в очень хорошем состоянии на данный момент. Дорожные службы работают, но что-то пока результата немного. Ну вот он по льду едем, по накату. В общем, опасно на нашем участке ехать. Снег выпал, укатали, вовремя не убрали, а сейчас тяжело сошкрябать вот это все хозяйство. Вот потихонечку едем. Вот спуск Лагар-Аул называется, такой затяжной. И мы просто юзом отсюда скатываемся, и все. Лед сплошной, просто лед. Не посыпан, ничего. Сейчас уже у КамАЗа и боком там почти ставило. Конечно, дорога тут у нас смертельно опасная. Это ладно, мы местные знаем, где какой спуск, где какой подъем. Затяжной, с поворотом. Можем там подзатянуть немного. А так, кто ходом идет, вылетает в этот бугор и на спуск. И все. И не жди, не встретимся. Вон все блестит. Что, друзья, добрались мы до базы, до Серегиной. Там наш трактор. В той стороне 66-я. Скоро поедем в тайгу. Я все мечтаю трактор туда увезти. Что, такая вот поездка.